Вы когда-нибудь слышали о растении, которое способно показать человеку и небеса, и бездну ада? О траве, с которой ведьмы летали на шабаш, а сегодня ее используют в хирургии и офтальмологии. Это белладонна. Прекрасная женщина, как переводится ее имя, одно из самых опасных и загадочных созданий природы. Ее красота смертельна, а сила почти магическая. Сегодня мы отправимся в путешествие сквозь время, от колдовских ритуалов и тайных ядов до современных лабораторий, где белладонна по-прежнему спасает жизни. На первый взгляд обычное растение, густая зелень, изящные цветы и блестящие темные ягоды. Но под этой внешней невинностью скрывается один из самых сильных природных ядов. Достаточно нескольких ягод, чтобы остановить сердце. Однако именно этот яд стал ключом к удивительным медицинским открытиям. С древности белладонна олицетворяла границу между миром живых и мертвых. Она притягивала ведьм, шаманов, прорицателей, всех, кто искал силы за пределами человеческого понимания. В средние времена считалось, что белладонна открывает путь в иной мир. Из ее сока готовили мази, которыми ведьмы натирали тело перед шабашем. Галлюцинации, чувство полета, яркие образы – все это вызывали вещества атропин и скополамин, содержащиеся в листьях красавки. Они меняли восприятие, отключали боль, стирали границы сна и реальности. Но вместе с этим приходил риск: одно неверное движение, капля лишнего настоя, и ведьма уже не возвращалась. В эпоху Возрождения белладонна вошла в мир аристократии. Женщины капали настой в глаза, чтобы зрачки расширялись, придавая взгляду загадочность. Так рождался образ роковой красавицы, прекрасной, но опасной. И хотя трава разрушала зрение, ослепленные тщеславием дамы продолжали рисковать. Так траву ведьм полюбили за красоту, но боялись за ее силу. Белладонна – это идеальный пример того, как природа умеет сочетать смерть и исцеление. Сегодня вещества, извлеченные из нее, спасают тысячи людей. Атропин используют в кардиологии, он помогает при остановке сердца, расширяет зрачки во время операции на глазах и снимает спазмы. Скополамин применяют для лечения морской болезни, нервных расстройств и даже в терапии болезни Паркинсона. В психиатрии микродозы белладонны помогают бороться с тревожностью и бессонницей. А в офтальмологии ее производные незаменимы для диагностики зрения по всему миру. Современная фармацевтика научилась приручать яд, превращая древнюю колдовскую силу в точную науку. Теперь белладонна живет не в котле ведьмы, а в стерильной лаборатории, где каждая молекула под контролем. Ученые не перестают удивляться ее потенциалу. Исследования показывают, соединения белладонны могут помочь лечить депрессию, болезни желудка и даже болезни Альцгеймера. Эксперименты идут по всему миру, от Европы до Китая. И, кто знает, возможно, именно эта древняя трава ведьм однажды откроет новые пути к исцелению человеческого мозга. Белладонна остается символом двойственности природы. Она красива, но опасна. Целебна, но ядовита. Это напоминание о том, что каждая сила требует уважения. Что свет и тьма не враги, а две стороны одной истины. Белладонна – это не просто растение. Это легенда, которая живет до сих пор. Ее история о страхе, красоте и знаниях, которые человечество научилось превращать в благо. С давних времен люди верили, что каждое растение имеет душу. У белладонны же, говорили, душа женская гордая, мстительная и чарующая. Когда-то, много веков назад, в итальянских горах жила молодая травница по имени Белла. Она знала язык трав, лечила больных и помогала женщинам рожать. Люди уважали ее, но и боялись, слишком многое она понимала. Однажды в деревне вспыхнула страшная болезнь. Люди начали умирать один за другим, и Белла поклялась найти средства. Она ушла в лес, туда, куда никто не решался заходить, к старым дубам, где, по преданию, ночами собирались духи. 3 ночи и 3 дня она искала знак. На 4-ю ночь, при лунном свете, перед ней появилась высокая женщина в плаще из теней. «Ты зовешь помощь», — сказала незнакомка.
Но за каждое исцеление платят душой. Белла не испугалась. «Я готова, если спасу людей». Дух протянул ей растение, зеленое, с темными ягодами, блестящими, словно глаза ночи. Это трава жизни и смерти. Она исцеляет, если ее доза мала, и убивает, если сердце не знает меры. Белла принесла растение в деревню. Она готовила настой, давала его больным, и те выздоравливали. Болезнь отступила, но саму Беллу вскоре нашли бездыханной. На ее лице застыла тихая улыбка. С тех пор там, где она умерла, растет белладонна, прекрасная женщина. Говорят, в ночи полнолуния, если прислушаться у куста красавки, можно услышать женский шепот. Это Белла предостерегает. «Лекарь, знай меру. Ведь сила природы не терпит гордыни». Так эта легенда передается из поколения в поколение, напоминая, что белладонна не просто растение, а живая грань между спасением и гибелью. Если вам интересен мир мистических трав, древних ритуалов и современной науки, подпишитесь на канал «Лесное дело», нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и вместе мы будем открывать тайны природы, где прошлое и будущее сплетаются в одно. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео. Там вас ждет еще одна история, где природа говорит голосом древних времен.